Для начала возьмем небольшой кусок колбасы, грамм 150-200, и измельчаем его на крупную терку. Колбасу можно взять абсолютно любую, которая больше нравится, и та, что сейчас у вас есть. Теперь лук. Нам нужна будет половинка средней луковицы. Можно взять зеленый лучок, тоже будет очень вкусно. Меленько нарезаем его на кусочки. Вот такие вот, как у меня. Еще мне очень нравится добавлять в это блюдо укроп. Очень ароматно получается. Укроп тоже измельчаем обычным ножом. Желательно меленько. Берем чистую емкость, разбиваем 2 яйца комнатной температуры, немного соли, специи для овощей, 2 столовые ложки сахара. И теперь венчиком хорошенько взбиваем буквально полминутки, чтобы масса стала воздушной и однородной. Теперь выливаем кефир 2 стакана. У меня кефир с жирностью 2,5%, но можно взять любой, который у вас есть. И еще пару раз хорошенько перемешиваем венчиком. В отдельную емкость высыпаем 4 столовые ложки муки. У меня обычная пшеничная, но можно взять и цельнозерновую, и рисовую, тоже будет вкусно. Немного разрыхлителя и хорошенько ложечкой перемешиваем все в муке. Теперь в яичную смесь высыпаем всю муку и венчиком взбиваем до образования однородной массы. Главное, чтобы не было комочков и тесто стало однородным. Это займет буквально полминуты. Даже миксер здесь не нужен. Если тесто получилось немного жидковатым, добавляем еще пару ложек муки и снова хорошенько перемешиваем. Тесто должно получиться вот такой вот консистенции, как густая сметана, но сильно его мукой забивать не нужно. После того, как наше тесто уже готово, добавляем сюда 2 столовые ложки растительного масла. Выбирайте масло по вкусу. Кому-то нравится оливковое, кому-то подсолнечное, например. Хорошо ложкой перемешиваем до однородного состояния. Очень важно, чтобы масло полностью впиталось в тесто. Это делается для того, чтобы в процессе приготовления блюда больше масла мы не добавляли. Вот и все, практически все готово. Высыпаем теперь в тесто измельченную колбасу, нарезанный лук. Теперь высыпаем укроп и осталось измельчить сыр. У меня самый обыкновенный. Я взяла грамм 200. Измельчаем его на крупную терку. Конечно, лучше всего брать сыр, который хорошо плавится, но здесь не всегда можно угадать. Вот сколько сыра получилось. Это будет нереально вкусно. Высыпаем сыр в емкость к остальным ингредиентам и хорошенько ложкой перемешиваем тесто и всю начинку. Нам нужно, чтобы масса стала однородной и все составляющие хорошо соединились между собой. Вот такое вот тесто у нас получилось. Оно стало немного гуще благодаря начинке, то, что нужно. На плиту ставим сковородку, разогреваем ее и в самом начале совсем чуть-чуть дно смазываем маслом. Удобнее всего это делать кисточкой. Выкладываем теперь тесто на сковороду, не сильно много. Я кладу 3 большие ложки и аккуратно разравниваем по всему дну, так чтобы слой был примерно одинаковый. Накрываем теперь крышкой и держим на среднем огне буквально пару минут до образования румяной корочки. Как только верх схватился и уже перестал быть жидким, переворачиваем наш блин на другую сторону. И тоже держим под крышкой минуты 3-4. Степень зарумянивания определяйте по своему вкусу. Можно делать их совсем светленькими, а можно чуть-чуть поджаристыми, так как по мне намного вкуснее. Готовый блин убираем со сковороды и перекладываем на блюдо для подачи. Так проделываем со всем тестом. Конечно, можно испечь и не таким большим диаметром, а в виде оладушек, например. Здесь уже все зависит только от вашего желания. Готовые блины выкладываем на тарелку 1 на 1. Вот сколько много получается. Это так вкусно, что остановиться очень сложно. А готовится все очень просто и довольно-таки быстро. Это даже вкуснее, чем пицца. Вот правда. Ароматные, мягенькие, с вкуснейшей начинкой, долго они точно не задержатся. Проверено не один раз. Дождаться, пока они немного остынут, совершенно нет сил. Этот аромат так и сводит с ума. Горячо. Тесто очень нежное и мягенькое. Они отлично подойдут на завтрак, на обед в качестве дополнения к первому блюду, например, на ужин и даже к чаю, как перекус. В любом случае, это однозначно нужно приготовить. А что бы вы еще сюда добавили? Или наоборот убрали? С нетерпением жду вас в комментариях. Как вам такой вариант быстрой вкуснятины? Всем приятного аппетита и до новых рецептов! Пока-пока!